Всем привет! Добро пожаловать на Smart Talks номер 163. Сегодня у нас тема кодогенерация in .NET. Немножко расскажу про себя. Мое имя Андрей Слободенюк. Я .NET разработчик компании Smart Business. Учусь на 4-м курсе программной инженерии. По поводу моего опыта, есть немножко опыта с работы с .NET стаком, технологий. Это ASP.NET в основном, VPF и, конечно же, бэкэнд SharePoint. Продолжим. Пройдемся по нашей адженде сегодня, чтобы вы понимали, что мы сегодня будем проходить. Итак, мы рассмотрим, что же такое кодогенерация, где кодогенерация используется, какие инструменты доступны нам для кодогенерации, стоит ли вообще в принципе использовать кодогенерацию, рассмотрим плюсы и минусы. И рассмотрим инструменты, которые мы можем использовать для кодогенерации в C#. Ну и демка, конечно же. Вот. Что же такое кодогенерация? Кодогенерация — это процесс генерации исходного кода на базе описания абстрактной проблемы с использованием абстрактного описания, собственно, сущностей. Такое описание зачастую называется онтологической моделью. Ее вы можете видеть на слайде. Это типичный пример онтологической модели. В данном примере изображена онтологическая модель компании. Что же? Сама модель является собой определенную модель, которую организовывает структурированную и неструктурированную информацию о сущностях, их свойствах, а также связи между ними. Что же? Где же где же кодогенерация используется? Если говорить по причине появления кодогенерации и ее необходимости, то стоит отметить следующее решение, которое активно использует кодогенерацию для реализации собственных задач и процессов. Первым и основным есть такой пример. Однажды разработчики Microsoft решили разработать технологию VPF, ну и до этого Windows Forms, конечно же. И у них предстала задача отображать интерфейс. Они решили использовать код для, собственно, представления интерфейса внутри и сверху сделать дизайнер, который будет отображать саму структуру приложения и ее интерфейс уже после того, как данный код был запрограммирован. Но, к сожалению, данный способ проектирования интерфейса оказался довольно сложным. Они решили дополнительно в дизайнер добавить инструменты на основе кодогенерации, которые бы добавляли сущности в исходный код интерфейса, что позволило в итоге получить быстрый способ создания интерфейсов с возможностью отображения. Вот. Также кодогенерация используется в ASP.NET MVC. Она используется для генерации HTML-страниц. Различные NuGet-пакеты используют ее для генерации стандартных конфигов, которые вы можете видеть при установке соответствующих пакетов. Конечно же, Entity Framework, который мы все знаем, использует кодогенерацию для создания моделей сущностей на основе сущностей из базы данных. Это код First. И генерацию запросов в базу данных. Ну, еще и разработчики SharePoint используют очень большое решение кодогенерации. Они генерируют на основе абстрактного описания портала, они генерируют сам портал, собственно. Это называется провизия. Вот. Вы можете видеть ниже пример автосгенерированного кода. Зачастую вот такая вот штучка добавляется в код, который был сгенерирован какой-то тулзой, чтобы разработчик понимал, что этот код не стоит менять. Вот, продолжим. Какие инструменты нам доступны? Ну, во-первых, конечно же, в C# есть стандартная библиотека System-Code DOM, которая нам позволяет генерировать код на основе абстрактных сущностей в самом C#, но об этом позже, более конкретно. Ну и еще есть такая тулза, как T4 темплейты. Они поделяются на два типа. Есть обычные темплейты, которые запускаются исключительно в Visual Studio, и есть темплейты, которые могут запускаться в рантайме. Об этом тоже позже поподробнее. Итак, зачем вообще использовать кодогенерацию и стоит ли? Ну, во-первых, есть определенные плюсы при использовании кодогенерации.
Конечно же, это продуктивность, когда вы можете закодить все один раз, сделать себе определенные темплейты и в результате каждый раз генерировать тот код, который вам необходим, который вы хотите получить в результате. Это позволит получить действительно качественный код, который соответствует определенному темплейту, который вы задали изначально. Это простота, потому что при использовании кодогенерации вы получаете код, который сгенерирован на основе абстрактного представления. Соответственно, если вам нужно протестировать данный код, вы не лезете тестировать данный код, вы скорее обратитесь к алгоритму, который его генерирует, или же к абстрактной модели. То есть, если у вас система налажена и действительно все хорошо работает, и нету багов, то вы обратитесь к абстрактной модели, которую зачастую легче анализировать, нежели исходный код, которого может быть огромное количество. Вот. Это переносимость, тоже основной плюс, потому что кодогенерация — это такой процесс, при котором вы легко можете подменить выходной язык, и вам, в принципе, не важно, то есть вы можете переносить свое решение на разные технологии и разные платформы. И это помогает как бы ускорить процесс разработки. Далее идет стабильность, потому что, как я уже говорил, вы закодили все один раз, и те принципы и правила, которые вы заложили в исходный код, он будет оставаться у вас до самого конца, до тех пор, пока вы будете использовать данный темплейт. Вот. Качество кода, конечно же, остается на высоте. Если вы изначально все сделали хорошо, то оно и будет оставаться. Потому что есть такой нюанс. Разработчики при кодировании, скажем так, при программировании одинакового кода зачастую могут оставлять какие-то непонятные артефакты, странные ошибки и, конечно же, могут оставлять какой-то свой определенный стиль, который не соответствует тому, что бы вы хотели видеть. С помощью кодогенерации можно от этого избавиться, потому что это все будет автоматически. Но у кодогенерации есть существенные минусы. Примером может быть это обслуживание, конечно же, потому что если мы представим, в принципе, инструменты кодогенерации, это может быть какое-то приложение, на основе которого работает ваше приложение. И в случае, если разработчики данного приложения, скажем так, забили на свое решение и не хотят продолжать его улучшать, разрабатывать дальше или же фиксить какие-то существующие баги, то вы в плохой ситуации, потому что если у вас нет исходного кода, вы не можете продолжить разработку или же пофиксить то, что не пофиксили разработчики оригинального решения. Но есть другой путь. Если вы же сами разработали кодогенератор свой собственный, то это, в принципе, позволяет вам в полной мере насладиться возможностями кодогенерации и не думать о том, что какой-то разработчик может просто забросить это решение. Вот. Есть еще один минус — это сложность, потому что код, который сгенерирован кодогенераторами, он зачастую более сложный, чем тот, который бы написал разработчик. Тут скорее это как бы нюанс, потому что если использовать кодогенерацию, вы, скорее всего, не будете генерировать какие-то сложные рекурсивные алгоритмы и так далее, и способы доступа к данным. Вы, скорее всего, будете генерировать какие-то более стандартные модели. Поэтому, если вам нужна оптимизация, скорее всего, вам не подходит кодогенерация. Если же у вас и так все хорошо, то вам нужно сгенерировать модели и сделать как-то все стандартизировано, то кодогенерация однозначно для вас. Далее поговорим о том, что же такое CodeDOM. Это систем CodeDOM, о котором я вспоминал ранее. .NET Framework включает в себя различные механизмы, именуемые Code Document Object Model, которые позволяют разработчикам программ кодогенераторов, которые в результате выдают исходный код, генерировать этот код на нескольких языках программирования во время исполнения программы. Это позволяет, опять же, менять языки программирования, это позволяет делать, на самом деле, очень широкий перечень вещей, и все это базируется на определенной модели, которую изначально вы задаете в программу. Для представления исходного кода элементы CodeDOM связаны между собой с помощью структуры, именуемой CodeDOM Graph, который моделирует структуру исходного кода. Далее.
Это основные, скажем так, компоненты кода дома, которые мы используем для того, чтобы сгенерировать, собственно, вот этот исходный код, скажем так, граф кода дом, который в результате выйдет, получится, в результате которого можно сгенерировать исходный код и также его скомпилировать. Ну, здесь, в принципе, все довольно-таки понятно. Здесь идут основные, то есть namespace, type declaration, тот же main entry point и там вызовы методов, и еще примитив экспрессионы типа скобочек, типа каких-то интов и так далее. Вот. Далее пройдемся по T4 темплейтах. T4 темплейты — это сочетание текстовых блоков и логики управления в одном файле, скажем так, который в результате может сгенерировать выходной файл. Логика управления записывается в виде фрагментов программного кода. Это может быть либо C#, либо Visual Basic. Созданный файл может быть абсолютно любого типа, конечно же текстовый, потому что это темплейты. Примером может быть веб-страница, либо же файл каких-то ресурсов, исходного кода программы, ну и так далее. Ниже вы можете видеть пример темплейта, который генерирует список чисел в квадрате от 1 до 20. Ну, в принципе, довольно простенько, просто ради примера, чтобы показать, что это вообще такое. Далее будем конкретнее разбирать. Как же использовать T4 темплейты? Как я уже сказал, темплейты делятся на два типа. Это стандартные темплейты, которые можно запускать в Visual Studio, и у них нет функционала, к сожалению, запуска в рантайме. Но есть и другие темплейты. Для этого Microsoft все продумал. И они решили создать рантайм темплейты, которые параллельно с генерацией самого темплейта генерируют класс, который привязан к данному темплейту и может быть расширен для того, чтобы передавать в темплейт какие-либо данные, properties, объекты и так далее. То есть все up to you, скажем так. Вы можете решать абсолютно все, что хотите. Вот. Runtime темплейты сгенерированы так же само Visual Studio. И, в принципе, вот так. Идем дальше. Дальше поговорим о том, какие есть стандартные блоки в runtime темплейтах, да и в обычных темплейтах, в целом в T4. Стандартные контрол-блоки — это те контрол-блоки, которые могут содержать стандартный C#-код, ну, либо же Visual Basic, зависит от ваших предпочтений. Есть еще expression control блоки. Это те, которые могут вывести вашу переменную, какое-нибудь свойство или, ну, то есть превратить, грубо говоря, ваш код в текст. Далее идет класс feature control блок. Это довольно специфичный блок, не совсем понятно, зачем он, но я так понимаю, Microsoft хотели сделать возможность расширения темплейтов прямо в самом темплейте, то есть без использования отдельного класса. В принципе, для стандартных темплейтов, не рантаймовских, это неплохое решение. Туда можно методы добавить, туда можно филды, пропы добавить. Это юзабельно. Но стоит задуматься. Потому что эту штучку можно добавить только в конец самого темплейта, и если вы добавите куда-нибудь в центр, оно начнет ругаться. Вот. Ну, обычный текст, конечно же, можно написать просто обычным текстом, либо же двумя методами write и writeLine, которые нам все хорошо знакомы. Ошибки можно отображать методом error, ну и внутрь вы засовываете все, что вам угодно. Есть еще один способ отображения ошибок, я его далее покажу. Данный метод просто отображает ошибку в Visual Studio логах, в error-листе, который всем знаком. Есть еще способ сделать то же самое, но с дополнительными данными туда. Дальше поговорим о директивах, которые T4 использует. Первая директива, конечно же, стандартная, это template. В ней можно указать язык, который вы будете использовать. Host-specific ваш template будет или нет. Это фича, про которую мы поговорим чуть-чуть дальше. Дебаг или не дебаг. Темплейты можно дебажить, я тоже покажу как. Вот. Идем дальше. Параметры. Это то, что позволяет нам импортировать различные параметры в темплейт из сессии. Тоже об этом более конкретно позже. Настройки выходного файла. Видим output. Здесь можно установить extension и кодировку, которая будет использоваться в выходном файле.
Также есть сборка, мы можем импортировать определенные сборки. Ну, так как мы можем юзать C# код в темплейтах, то, соответственно, нам необходимо импортировать сборки, добавлять юзинги, и с помощью вот этих директив мы можем импортировать сборку, указав и strongly typed name сборки. Далее можно импортировать namespace. Это то же самое, что в C# написать using вверху класса. Вот. Еще можно инклюдить файлы, целиком файлы, то есть файлы, которые вы положите, скажем так, файл path, который будет в инклюде, он полностью считается и в итоге у вас окажется в результирующем файле после запуска темплейта. Ну и последний на сегодня, директива последняя, это настройки очистки AppDomain. Когда темплейт запускается, собственно, когда запускается генерация из выходного файла, Visual Studio создает свой AppDomain, и после этого AppDomain может использоваться несколько раз для нескольких темплейтов. Так вот, если мы установим здесь true, то Visual Studio будет создавать каждый раз новый AppDomain для темплейта, для каждого нового темплейта, который она будет генерировать. То же самое с runtime темплейтами происходит. Вот. Теперь более подробно по поводу хоста. Что же такое хост? Хост в темплейтах — это то, что проводит Visual Studio, и этот property проводится, как только Visual Studio запускает run tool для темплейты. Чтобы иметь доступ к хосту, нужно установить host-specific true. Иначе значение хоста будет просто null, и у вас вылетит ошибка при попытке его использования. Возможные сценарии использования хоста — это резолвинг путей к файлу, к примеру, если у вас в solution есть какой-то файл, и вы хотите его импортировать. Вот это один из способов получить полный путь и не получить в итоге ошибки по неимению этого файла в какой-то директории. Далее можно, как я уже говорил, отображать ошибки, только здесь уже более конкретно. Вы можете описать какой-нибудь try-catch в своем темплейте и затем вывести все ошибки, которые получились у вас в итоге, в выход Visual Studio, в error list. Только теперь уже можно указать более подробно error ID, message и остальные параметры. Вот. Ну и перейдем к демке. Давайте для начала посмотрим на стандартные темплейты. Стандартные темплейты выглядят примерно вот так. К сожалению, студия их не подсвечивает, и можно попытаться открыть это все дело с помощью Visual Studio кода. Там синтаксис C# подсвечивается, но все же есть специальные плагины для темплейта, но они опять же не подсвечивают весь синтаксис, и это не совсем удобно. Поэтому ждем от Microsoft, когда они имплементируют IntelliSense для темплейтов. Ждем и надеемся. Вот. Ну, данный темплейт у нас генерирует класс. Я создал пример. Класс person. Он будет выглядеть примерно вот так сейчас. Вот. Вот так будет выглядеть наш выходной класс person. Ну, к примеру, темплейты лучше всего для генерации моделей. Конечно же, их можно использовать для всяких там имейлов и тому подобного. Но модели — это действительно то, что можно генерировать с помощью этого мощного инструментария. Вот. Все, что мы сгенерируем с помощью темплейта, у нас окажется ниже, привязано к нему. Запускаются темплейты простым сохранением, как бы это ни было странно. Просто Ctrl-S, и у нас сразу security warning о том, что вашему компьютеру могут навредить, но мы все это игнорируем, потому что мы сами это писали. Вот, соответственно, нажимаем ОК. После этого у нас генерируется класс автоматически. То есть, если мы здесь что-то поменяем, ну давайте, например, поменяем ID-шку, IDA сделаем. Вы не верили? Ну вот, как видите, у нас поменялась ID-шка. Вот. Этот пример показывает, как можно генерировать классы. Здесь можно установить, в принципе, типы переменных, которые сгенерируются в результате. Еще здесь есть include txt-шного файла, который я приложил вот здесь. Опять же, это тот же текст, который вы всегда видите в автосгенерированных объектах. Вон. С помощью данной директивы, как я уже говорил, можно импортировать.
Здесь установлена extension CS, потому что это класс файл. Ну и язык C#, конечно же, потому что мы здесь используем язык шарпов. Здесь, как видите, типа синтаксис довольно-таки сложный, потому что, ну, не совсем красивый, потому что приходится использовать вот эти вот директивы, которые нам, скажем так, навязал Microsoft. Вот. Но, в принципе, можно добиться довольно хороших результатов с помощью темплейтов. Важно лишь, хорошо все проработать, и у вас получится все. Вот. Здесь можно видеть директиву, которая позволяет нам добавить различные свойства и методы в темплейт. Она находится в конце, потому что должна быть в конце. Не забываем об этом. Есть еще runtime темплейты, то есть мы можем создать такой темплейт, а можем пойти дальше и создать намного более интересный темплейт, и запускать мы будем его с помощью нашего программа. То есть смотрите, что происходит. Когда мы создаем demo runtime темплейт, у нас автоматически генерируется его класс. Он выглядит примерно вот таким образом. Видно? Да. Здесь есть, ну, собственно, название. Оно сразу же импортируется в наш namespace, чтобы мы могли его использовать далее в нашем solution. Здесь есть стандартные методы типа transform-text, который основной, в принципе, который нам позволяет трансформировать наш темплейт в текст, собственно, и получить результат. Вот. Чем отличается вот это от вот этого? Сюда я решил, что задавать в темплейте имя и типы переменных уже не интересно, поэтому я передаю их с, собственно, моего приложения. Здесь, как видите, задаю, в принципе, то же самое. Все, задаю имена, задаю типы. Только я создал свой тип для того, чтобы передавать в темплейт, собственно, данные через список. Сейчас покажу, как я это сделал. Дело в том, что в темплейте есть несколько способов передавать данные в темплейт. Но самым таким действенным и самым эффективным, и как на мое сугубо мнение, я считаю, что типа, этот вариант считается оптимальным. Потому что все остальные не очень, некоторые даже не работают, и непонятно, как заставить их работать. Как же все-таки добавить какие-то переменные и значения, как их передать в темплейт? Это можно сделать с помощью partial класса. Мы создаем partial класс с названием точно таким же, как и темплейт сам. Соответственно, сюда добавляем какие-то поля определенные. Ну, вот сюда я буду передавать все значения properties, namespace и class name, который в результате будет сгенерирован. Слушай, давайте посмотрим, как это все работает. Мы создаем здесь, получаем все пропы. Я засунул это в отдельный метод, потому что так как-то чище. И получаю это все с помощью runtime темплейта. Как это запускается? Давайте посмотрим. Вот. Мы создаем темплейт с помощью просто стандартного класса, который здесь сгенерировался. Задаем темплейту namespace. Как видите, мы можем обратиться к темплейту, к полю темплейта namespace, class name и так далее сразу, потому что это partial класс. Вот. С этим все данные, получаем fields data, вот я их передаю в методе, затем вызываем transform text и записываем это все в файлик person.t. Также еще можно проверить данный темплейт на компилируемость, то есть правильный ли он, можно ли его скомпилировать и все ли хорошо работает. Об этом чуть-чуть позже. Давайте все-таки запустим, посмотрим, как это работает. Как видите, довольно быстро. Готово. Давайте же посмотрим наш output, что у нас в итоге получилось. В итоге получаем такой же абсолютно класс, как мы сгенерировали до этого, только с использованием runtime темплейта. Мы все property задали, по сути, в runtime. Окей. Давайте теперь посмотрим на CodeDOM, реализацию того же самого, в принципе. CodeDOM более интересен тем, что это все можно создать исключительно в коде. У нас огромное количество настроек, мы можем задавать вообще абсолютно все, что используется. Еще
Плюсом является то, что вам не нужно париться с тем, как будет выглядеть результирующий файл. Он, в принципе, будет нормально, валидно выглядеть, потому что не вы сами пишете это в темплейте, а это все за вас пишет CodeDOM. Вот. Давайте пройдемся по типу, по методу, что здесь вообще происходит и каким образом генерируется абстрактное описание класса. Вот. Ну, сначала мы создаем C# Code Provider. Это нужно, в принципе, на самом деле в конце, для того, чтобы сгенерировать исходный код именно C#, а не какого-то другого языка. Потому что, как я уже сказал, у нас идет все абстрактно, и это большой плюс. Благодаря компайлер parameters мы можем указать DLL-ки, которые будем использовать. И вот здесь я указываю DLL-ку, которая в результате получится после компиляции. Вот. Здесь указываем, что не нужно генерировать executable файл, потому что мы генерируем модели. Вот. Дальше идет compile unit. Это идет, собственно, граф CodeDOM, в котором будут содержаться все наши namespace, property, классы и так далее. Вот. Создаем namespace с типом, который я передал выше. Вот. Далее добавляем в compile unit namespace. Добавляем также import system для того, чтобы использовать системные типы. Идем дальше. Дальше создаем тип. Тип, соответственно, будет тот, который мы передадим. Указываем, что он будет public. Добавляем, опять же, в namespace этот тип. И дальше идем по пропам, которые мы передали. В пропах создаем сам field, и внизу, ниже чуть-чуть создаем саму property, собственно, как она будет выглядеть, ее атрибуты и, собственно, все, что ей принадлежит. Также создаем ей get и set методы. Это делается с помощью вот такого кода. Здесь довольно сложное название классов, но, в принципе, если это все погуглить, это все есть в интернете, и можно разобраться, несложно. Ну и в конце, конечно же, добавляем в класс пропу, которую мы только что создали. Вот. Ну и также само вот field добавляем здесь. В результате мы получаем код, который можно скомпилировать. Вот здесь мы это делаем. И благодаря компиляции мы можем увидеть количество наших ошибок, либо же их отсутствие. Это, в принципе, очень хорошо, потому что мы можем валидировать нашу модель. Собственно, то, что получится в итоге, будем точно знать, что это именно то, что мы хотели получить, что оно действительно правильное, и C# не будет его отвергать. Вот. Результаты выводим на консоль, перебираем, вот. Ну и записываем, конечно же, в файл результирующий. Вот. Ну и здесь там дополнительные методы для записи в файл, в принципе, ничего сложного. Вот. И вот наш field data, о котором я говорил до этого. Здесь есть имя переменной, которую мы хотим добавить, и тип, собственно, которые мы будем передавать. Давайте посмотрим, как эта штучка тоже работает. Запустим. Ну, закончила. Как вы можете видеть, наш person выглядит немножко по-другому. Здесь мы используем не просто без property, просто филды, а здесь мы еще добавили property. Вот, с геттерами и сеттерами. Это можно расширить, потом, соответственно, вы можете сюда добавить любой свой код. Это все очень, очень универсально, вы можете редактировать это название, вы можете импортировать все, что угодно абсолютно. В принципе, при желании можно даже написать какие-то несложные алгоритмы на доме, но в этом действительно, мне кажется, нету смысла, потому что это очень сложно будет дебажить, и ну, как вы будете потом просто с этим работать? Разработчики просто с ума сойдут от этого. Вот. Давайте все-таки посмотрим на ошибки, о которых я говорил. Мы же можем валидировать нашу модель, правильно? Здесь, если мы сделаем... Сейчас. Если мы попытаемся... Вот, черт, не тот. Вот. Допустим, если мы здесь добавим какой-нибудь неправильные символы, это, я напоминаю, field name, то есть если мы в него добавим скобочки, ну, это точно будет невалидно. И давайте попробуем проверить, что у нас в результате произойдет.
Вот. Как видите, мы получаем ошибку, которую в результате можем спокойно обработать, либо же попытаться перегенерировать нашу модель, либо же сделать что-то еще, улучшить как-то наши названия, может быть, проверить их на всякий случай на что-то. То есть возможности на самом деле очень большие. И у вас есть полный карт-бланш, скажем так, на разработку кодогенерационных тулзов. В общем, полная фантазия в ваших руках. Вот. Так, и в принципе на этом, наверное, все. Если есть какие-то вопросы, я готов послушать. Блин, сейчас. Да. Почему я... Задавайте вопросы. From code, все. Да, questions. Слушаю. Вопрос, да. Смотри, приходилось ли тебе на реальном проекте использовать одну из подобных кодогенераций? И если да, то к чему это привело? Так, повторю вопрос. Приходилось ли использовать данные технологии на... проекте, да. Да. Да? А что ты генерировал? Подожди. Я повторяю вопрос, потому что мы записываем на YouTube, и тебя, может быть, не слышно. Вот. Приходилось ли использовать кодогенерацию на реальных проектах, и что к этому привело, и вообще стоит ли это использовать? Отвечаю. На самом деле приходилось, как бы это странно ни звучало. Я выбрал эту тему именно потому, что приходилось. Расскажу кейс, что мы делали. Есть такая технология SharePoint. В этой технологии используется довольно-таки своеобразная объектная модель, и те библиотеки, которые предоставляет нам SharePoint, позволяют, скажем так, не в полной мере оценить объектную модель в целом C# и объектную ориентированность, потому что возвращают не классы нам, как, то есть вы хотите получить какую-то сущность SharePoint, а он вам отправляет не класс, а просто JSON. А JSON не типизированный, и возникают проблемы. Соответственно, с этим довольно-таки неудобно работать, и хотелось как-то это улучшить. Сейчас мы активно работаем над решением, которое поможет реализовать что-то вроде Entity Framework, если вы пытались это использовать, использовали. То есть это популярная тулза в ASP.NET. Вот, к сожалению, он недоступен для SharePoint, и нашей задачей было написать что-то свое. В итоге, что я сделал, я достал информацию о филдах с SharePoint, благо там есть такая возможность. Что предоставляет SharePoint с этой стороны? Он предоставляет некое описание филдов, но оно не является типами C#, оно является типами SharePoint и описывается через enum. Соответственно, всяческой магией C# мы пришли к тому, что у нас получилось сгенерировать валидные нормальные модели SharePoint и в итоге создать даже базу данных на основе этих моделей с помощью Entity Framework. Вот так. То есть да, кейс реально, такое существует, люди это используют. И данное решение в будущем может очень сократить время разработки SharePoint всяких солюшенов, особенно бэкэнд. Особенно бэкэнд, потому что вот именно там есть такая проблема. Спасибо. Еще вопросы? Для тестирования, есть ли какие-то инструменты, чтобы побыстрее протестировать темплейты. Смотрите, я забыл, извиняюсь, но я покажу. Темплейты на самом деле можно дебажить. Дебажатся они, странно, но это возможно. Сейчас покажу. Дело в том, что здесь мы указываем debug не просто так. И, к примеру, мы здесь можем поставить breakpoint, ничего не подсвечивается, Microsoft. Но если мы нажмем правую кнопку мыши и нажмем на скрытую кнопочку, о которой никто не знает, то мы сможем дебажить наши темплейты. Соответственно, сейчас все прогрузится. Здесь можно с помощью F10, понятно, идти дальше. К сожалению, здесь не работает IntelliSense и динамическая интерактивная подсказка переменных. То есть вы не можете навести просто на переменную и посмотреть, что там со значением. Но внизу есть locals, которые нам подсказывают, что class name действительно person. Соответственно, когда мы перейдем дальше, мы можем здесь смотреть все переменные, что вообще из себя представляют различные сущности, которые мы сюда передали. И, собственно, это позволяет нам по максимуму дебажить наши темплейты.
Это лучше, чем ничего, на самом деле. Первое решение, которое я нашел, было присоединение к дебаггеру и написание прям в самом темплейте debugger.break. Очень интересное решение, но затем я понял, что можно вот так. Благо Microsoft это реализовали. То есть, ну, вот с помощью дебага можно действительно понять, что происходит в твоем темплейте, найти какие-то ошибки и понять, почему данные не такие, как вам нужны. Все-таки привести это к чему-то нормальному. Вот. Еще вопросы? Вопрос был, как можно использовать, как сделать кодогенерацию продуктивной и как это использовать в реальном проекте. И можно ли вообще использовать. Ну, конечно же, с появлением Entity Framework довольно сложно будет использовать это для генерации моделей, потому что, ну есть Entity Framework, действительно, зачем? Но есть, то есть эта штучка отлично работает в уникальных кейсах, когда у вас нет Entity Framework, либо же вы не можете как-то автоматически сгенерировать сущности, либо же тебе нужно что-то вот такое, чего еще не реализовали. И ты можешь взять это все в свои руки и сделать сам, на самом деле. Ну, вот такое решение. Конкретно заточенного какого-то применения для этого нет, потому что, ну, это же кодогенерация. Это, по сути, то, что делает разработчик. Это автоматизация разработчика. Поэтому, ну вот так. Я так понимаю, что чаще применяют все-таки T4 темплейты. Да, если говорить о CodeDOM и T4 темплейтах, то, конечно, T4 более распространен. Особенно, ну, то есть T4, он очень универсален. CodeDOM, он заточен только под код. Поэтому, ну, соответственно, решения под код не столь распространены и не столь необходимы. Поэтому зачастую, конечно, в решениях используется T4 для генерации всяческих там имейлов, там стандартных рассылок, ну и так далее, в принципе, чего угодно. То есть все зависит от вашей фантазии и нужд заказчика. Спасибо. Да. Ты пробовал генерировать темплейты? Да, я знаю, это возможно. Есть такая директива, она похожа на оригинальные директивы, но там используется скобочка, это как escape character, и мы можем это использовать для генерации темплейтов в темплейтах. Ну, рекурсия такая получается. И да, действительно, это возможно. Вот вообще не понимаю, зачем это и насколько, вот, где можно это применить, но да, Microsoft это предусмотрели. Еще вопрос? Все, да. Спасибо, что пришли.